Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку нежнейший, очень сочный, влажный мраморный кекс на сливках. Кекс этот готовится очень просто и очень быстро. Получается всегда роскошный рисунок, нежнейшая, тонкопористая текстура у него получается. Он долго не черствеет при правильном хранении. Все покажу и расскажу в этом видео. Итак, сначала пару слов я хочу сказать о форме. Я буду его выпекать в силиконовой форме для кексов с отверстием внутри. То есть это одна из разновидностей современных кексовой формы Гугельхопф. Этих форм огромное количество разных видов существует. Я сегодня пеку вот в такой силиконовой 22 сантиметра в диаметре. Объем этой формы 2 литра. Я смазываю сейчас эту форму обязательно сливочным маслом. По поводу металлических форм я сейчас все это скажу в процессе видео. Где-то 5 максимум грамм сливочного масла понадобится обязательно для смазывания даже вот такой силиконовой формы. Итак, 6 яиц среднего размера, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Повзбивала примерно минуту. 240 грамм сахара я ввожу вот так вот постепенно. И взбиваю всю яичную смесь примерно 3 минуты. Дольше взбивать не имеет смысла здесь. Добавляю сейчас в эту массу 200 миллилитров сливок комнатной температуры. У меня сливки обычные 30% жирности. Вы можете брать от 10 до 30% жирности сливки. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Сливки в этом рецепте на молоко заменять нельзя. Не будет той текстуры и вкуса. И добавляю туда также 200 грамм растительного масла без запаха. У меня рапсовое масло рафинированное, чтобы не было привкуса домашней выпечки. Рапсовое масло для этого подходит просто идеально. Просто перемешиваем, ничего дальше ни в коем случае не взбиваем. Просеиваю туда 360 грамм муки, 60 грамм кукурузного крахмала и 15 грамм разрыхлителя. Все это я просто просеиваю в эту общую массу. Лопаткой здесь вымешивать ничего не нужно. Все это просто будем размешивать миксером. И взбивать уже тоже дальше ничего не нужно. Просто до объединения. Тесто будет достаточно таким жидковатым. Оно таким и должно быть в этом кексе. Вот такое жидкое тесто. Собираю все со стеночек посуды. Еще раз прорабатываю все это миксером, чтобы просто не было здесь неразмешанной муки. И сейчас от этого количества теста я отливаю в другую посуду примерно 1/3, не больше. То есть светлого теста у нас должно быть 2/3. Ну, примерно так на глазок я делаю. Просеиваю в эту малую часть теста 20 грамм какао-порошка и вливаю туда сейчас 35 миллилитров молока комнатной температуры. Я добавляю молоко на данном этапе, так как изначально я брала очень жирные сливки, 30% жирности. Если вы брали 10% сливки, добавляйте тогда и на этом этапе сливки. Все это просто перемешиваю до однородности, также миксером. Форма у меня уже подготовлена заранее, духовка у меня также уже разогрета на 180 градусов Цельсия. В форму сначала я выливаю светлое тесто. Здесь я выливать буду при помощи половника. Здесь не нужно использовать вот для такого мраморного рисунка какие-то ложки маленькие, это здесь не работает. То есть просто потратите свое драгоценное время. Я выливаю вниз сейчас 2 половника смело. Очень хорошо распределяю все это вот по этим очень фигурным уголкам формы. Тесто очень жидкое, оно распределяется само, в принципе, очень быстро. Чередую также это с шоколадным тестом. И также буду чередовать, пока у меня не закончится все тесто. И светлого теста я буду выливать сейчас примерно 3 половника уже, потому что форма расширяется. И это нормально. И это делается именно для того, чтобы был у нас красивый рисунок. И заметьте, я ничего здесь не буду перемешивать ни ложкой, ни вилкой. То есть вот оно, как растеклось это тесто, так у нас получится этот рисунок. Ничего здесь перемешивать ни в коем случае не нужно, иначе рисунок у вас смажется, и у вас будет некрасиво это все. Хочу сказать о форме. Если у вас форма вот такая Гугельхопф металлическая, то есть с отверстием внутри, вам следует ее тогда также смазать сливочным маслом и присыпать сверху мукой. Это если вы будете в металлической форме выпекать. Вот эта форма, что вы сейчас видите, силиконовая, в которой я буду выпекать, объемом 2 литра. То есть если налить в нее 2 литра воды, вода как раз встанет в склянь.
Но вот это отверстие внутри, оно очень коротенькое, то есть оно сделано вровень с самой формой. Обычно у металлических форм это отверстие гораздо выше, чем сама форма, и это правильно, я считаю. Зачастую, в основном никогда в силиконовых этого не делается, поэтому вот такое жидкое тесто может заливаться внутрь формы, что и произойдет в моем случае сейчас. Но я объясню, как с этим бороться. Во-первых, лучше взять все-таки с расчета пропорции на 5 яиц. Я вам напишу эту пропорцию в описании под видео, то есть просто взять меньше теста, вот такого жидкого. Если у вас форма металлическая, берите смело на 6 яиц, такую же на 2 литра объемом. Надеюсь, что я понятно объяснила. Вы это кексовое тесто можете выпекать хоть и в прямоугольной форме, и в круглой форме, без отверстия посередине, то есть в обычной форме, в которой мы выпекаем бисквиты. Это все на ваше усмотрение. Тогда круглой формы на это количество теста следует брать, но не менее чем 26 сантиметров в диаметре. Сейчас я буду выпекать этот кекс при температуре 180 градусов Цельсия в режиме верх-низ без конвекции на втором уровне снизу 1 час 20 минут. Это в моей духовке. Сейчас я объясню далее. Первые 60 минут духовку не открываем. Потом проверяем деревянной шпажкой и смотрим, сколько еще нужно нам допекать. Кекс у меня испекся. Когда у меня прошел ровно час, я сделала пробу на шпажку. Шпажка выходила еще мокроватая. И вот это тесто у меня залилось внутрь вот этого цилиндра. И я очень аккуратно, тонкой такой длинной чайной ложкой с длинной рукояткой оттуда убрала это тесто, но оно все равно там осталось. Но вот из самого цилиндра я его оттуда убрала. И видите, тесто вылилось туда. Из-за того, что вот этот цилиндр очень короткий в этой форме. Видите, вот столько теста у меня вылилось. Если у вас такая же форма с коротким цилиндром, который вровень идет с самой формой, следует выпекать на 5 яиц из расчета пропорции. Я вам все эти пропорции напишу в описании к данному видео. И на 6 яиц, и на 5. Сейчас еще с очень горячего кекса я уже могу дотрагиваться до этой силиконовой формы. Я сразу же снимаю эту форму. Вот такой мега мягкий кекс. Он нежнейший просто получается. И видите, серединка у меня светлее, чем краешки. Это именно потому, что тесто у меня вылилось внутрь цилиндра. Оно все пропеченное, но имейте в виду, что если у вас цилиндр в форме срезан вровень с самой формой, тогда следует брать пропорцию хоть и на 2 литра, если у вас объем формы все равно на 5 яиц. Я брала на 6, поэтому тесто немножко подвылилось. Вот это очень важно в таких формах, поэтому я так досконально вам все это объясняю, чтобы у вас получился идеальный уже продукт. Я полностью дала ему остыть сейчас на решетке, этому кексу, перенесла его на подложку и нарезаю. То есть он еще слегка у меня может быть где-то теплый. Вот так он идеально нарезается, вообще без крошек этот кекс, он очень влажный, он тает буквально во рту, и при этом он имеет очень легкую воздушную текстуру. Удивительный рецепт, здесь он всегда получается. Слегка присыпаю здесь сахарной пудрой, каждый кусочек здесь уникален по-своему. Я всегда срезаю таких кексов верхнюю шапочку, это потом будет у нас дном этого кекса. Он очень хорошо будет тогда у нас стоять на этом дне. Советую также делать. Вы можете этот же кекс выпекать просто в форме 26 см в диаметре, то есть без всякого отверстия посередине. Даже можете брать форму 28 см в диаметре, это тоже можно. Он не будет, конечно, таким высоким, но в обычной форме также можно выпекать. Посмотрите, какой влажный кекс, его видно, он весь абсолютно пропеченный. Нарежу при вас его на мелкие кусочки, весь этот кекс, чтобы вы посмотрели, насколько красивый будет рисунок. Мы ничего здесь не перемешивали, то есть все получится само собой. Удивительно красивый. Тесто делите, как я вам сказала, то есть 2/3 будет светлого теста и 1/3 темного теста. И тогда получится вот такой у вас замечательный мраморный кекс. Сразу здесь отвечаю на вопрос в комментариях по поводу замены растительного масла на сливочное в этом рецепте. У меня есть прекраснейший рецепт венского мраморного кекса на сливочном масле. Благороднейший на вкус. Там, пожалуйста, проходите, смотрите. Я вам ссылочку оставлю в описании к данному видео. Это все без проблем. Менять этот рецепт я здесь не советую. Этот кекс получается гораздо более влажным, чем тот классический венский кекс. Тот изумительно тоже вкусный. Но этот по-своему уникален тоже на сливках кекс.
Очень советую его готовить. В отличие от кексов на кефире, очень благородный вкус получается на сливках. Несмотря на то, что и растительное масло здесь используется, а не сливочное. Я очень советую попробовать этот рецепт. Нет дырочек в тесте, как на кефире. Зачастую это бывает. На сметане кексы крошатся. Поэтому очень советую выпекать вот так на сливках. Очень вкусно этот кекс, знаю уже из опыта, получается, если вы добавите в шоколадную часть теста еще хотя бы 1 чайную ложку быстро растворимого кофе. И тогда у кекса будет также легкая кофейная нотка. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.